Вы на канале Лаура и Тима. Мы вернулись домой в Финляндию. В Финляндии погода совсем другая. Было много дождей. Температура около 20 градусов с небольшим, наверное. В общем, тут чувствуется совсем другой вайб. Так, да, у нас где-то месяц отсутствовали. Вот. И тут у меня, конечно, на пихе все заросло. Моя роза вся залилась водой, было очень много дождей. Нет дренажа в этом ящике. То есть там насыпан у меня дренаж, конечно, но нет дырок, да, в самом этом. И я думала, этого достаточно, но вот как-то много воды, этого недостаточно. Так что вся роза залилась. Вот, и в таком вот она непонятном состоянии. Сарочка отдыхает на подушечке. Лежи, лежи, зайка. Лежи. Нет, все, как только обратишь внимание, все, сразу убегает. Огромное дерево. Пахнет вкусно. Так. Моя елка засохла окончательно. Как-то вроде после зимы она вроде была зеленая, но нет, не выдержала. Так, тут у меня тоже все заросло. Руки у нас тут уже соседи пугает, как обычно. Хорошо. Это клубника, которая здесь была. Я ее пересаживала. Вот я не пойму, что это за клубника, потому что вроде как листья большие, похожи на клубнику. Но по итогу ягоды просто как у земляники. Вообще непонятная история, да, такие ягоды, да, как у земляники. Причем листья такие огромные. Не знаю, что это за клубника. Это ревень тут разросся в таких огромных масштабах. Весь мой салат уже пошел в стрелку. Так, посмотрим, что творится у меня в теплице. В теплице тут оставалась редиска. Вот, я говорила детям, вырвите ее, съешьте, но дети что-то не особо этим занимались. В итоге я вчера захожу, тут просто до потолка она выросла, уже вся цветет, и я ее вот так вот вырвала. Это вообще какая-то гигантская, наверное, внутри вся пустая. Так, все огурчики тут у меня. Вот уже есть огурчики. Все надо подвязывать. Помидорчики тоже вот уже набрали цвет. По крайней мере, все хорошо. Дети поливали мою теплицу, поэтому, в общем-то, положение не самое критичное. Вот, все растет, надо только привести все в порядок. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Ну, вот так у меня получилось. Из подручных средств все, что нашла. Ничего дома не оказалось особо. Ну вот, так более-менее подвязала. На кого не хватило, в следующий раз подвяжу. Так, вот у меня тут. Вот. В этой штуке как-то, смотрю, они вянут. Просто, видимо, им там мало места. Вот. Ну, не знаю, может быть, пересажу на улицу тогда их. Это мой первый опыт. Вот. До этого у меня теплицы не было. Поэтому это первый мой опыт. Ну вот, как получилось. Ну вот, огурчиков много завязей. Хоть пару штук вырастет, уже радость нам. Ну, такой опыт. Мне еще ноготь сломался. Вообще ничего делать не могу. Прям посередине. Ужас какой-то. Так, более-менее почистили. Траву подстригли. Более-менее откопала растения. Здесь у меня гортензия. Хорошо набирает цвет. Там вот тоже кустик набирает. Елочки почистили. Более-менее. Так теперь они хоть дышать могут. Какой-то цветочек у меня интересный вылез. Такие цветочки простые, но прикольные. Хорошо смотрятся. Здесь было пустое место. Но все-таки что-то выросло. Замечательно. Так, я быстро готовлю нам обед-ужин, потому как времени уже много. Ну, в общем, как? 5 часов вечера. У меня тут мясо, которое нашла в морозилке. Все, что было. Вот пара таких вот рулетиков было у меня, сделанных из мяса, скрученных. Сейчас я это все быстренько. Мясо уже все было в соусе, поэтому ничего особо не надо солить. Быстро лучок добавлю. Добавлю каких-нибудь овощей. У меня нашлась эта цветная капуста. Вот так вот. Разложу цветную капусту. Ну, потом еще гарнир сварю, конечно, дополнительно. Так, все на 180 градусов. Я всегда свою духовку ставлю. И вперед. Так, сверху даже не знаю, чем-то полить, не полить. Так, сверху я немного майонеза добавлю, чтобы, ну, была такая небольшая корочка, чтобы мясо не сохло. В общем-то, только для этой цели. Что? Все. Тима, что ты делаешь? Я ремонтирую паркет. Как говорится, клин клином вышибается. То есть был намочен паркет, несколько досок вздулось. Вот, и я подумал, что
В принципе, если эти паркетные доски слегка намочить, ну, например, там паром, вот, и отгладить утюгом, то они выпрямятся. И это реально работает на самом деле. Я уж сам удивился. Вот смотрите, сейчас покажу вам результат. И не нужно для этого вызывать никаких ремонтников, не нужно платить каких-то больших денег. Так, вот смотрите, получилась почти ровная досочка. Но это только еще первый этап. И вот сейчас я ее проглажу с другой стороны. Оп. Так, пара моя, отпарить надо хорошенечко. И, алле, хоп, ровная досочка. Дальше ее осталось приклеить. И ремонт закончен. Вуаля. Тут вот у нас стоит цветок. И вот его немножко перелили. Вот немножко вот такой сюрприз нас ждал. Здесь вот тоже было уже все вот так же. Вот. Ну, Тима уже вот здесь вот заделал. И там осталось. Ну, тут уже ничего не видно. А то паркет был, конечно, немножко страшненький. О, Оля, красота. Мясо наше готово. Так что такой, грубо говоря, такой быстрый, скромный ужин. Что нам надо после трудового дня? Как это говорят? Белок, углеводы. На стол. Так. Вот такой наш скромный ужин получился. Будем ужинать-обедать. Или обедать-ужинать. Итак, приятного аппетита. Угу. Ну как? Твой день прошел? Я сегодня сделал немало, и это очень приятно. Вот, в общем, я доволен сегодняшним днем. Вот. Вечером могу спокойно себе сказать, ну вот, еще один день в актив положен. Отлично. Так, я еще себе чаю заварю. Заварим с мятой. Так, видно? Мята. Хоть своя из огорода. Ну вот, сейчас немножко постоит, настоится. И будем пить чай.